Всем привет! В этом видео покажу простой и легкий способ, как открыть навесной замок без ключа. При этом не потребуется ни грубой физической силы, ни специального инструмента. Также после открытия замка сохранится его целостность и возможность дальнейшей эксплуатации. После вскрытия не будет никаких видимых и механических повреждений. Ломать и приобретать новый замок не понадобится. Вы легко сможете использовать старый, как ни в чем не бывало. Но хочу сразу отметить, что не все замки можно открыть именно таким способом. В нашем случае подходит только замок с автозапиранием. Внутри в механизме такого замка установлена пружина. Замки такого типа после открытия ключом закрываются без помощи ключа, они просто защелкиваются. Понять, что у вас именно такой замок, можно, если надавить на дужку. Вы почувствуете, как ее отпружинивает обратно. К сожалению, довольно много навесных замков имеет подобный механизм, поэтому при выборе замка будьте внимательны. Такого типа замок я вам покупать не советую, хотя он очень удобный, но причина – его легко взломать, и вы даже не поймете, что его открывали. Хотя при знании механизма открыть можно абсолютно любой. Также не лишним будет знать, что у большинства замков сталь плохого качества, и дужку получится отпилить, даже ножовкой по металлу, буквально за 2 минуты. Я даже не рассматриваю тот вариант, если у вас, например, есть лом или болгарка. Такой метод вскрытия вам может пригодиться, если вы случайно, например, повредили, сломали или вообще потеряли ключ. Лично я использовал такой способ несколько раз. Например, когда забывал ключи от работы или вскрывал бытовку, где у нас находятся инструменты. Специально для этого ролика я купил хороший навесной замок средней цены. Стоит он что-то в районе 400 рублей. Я выбрал его, потому что мое внимание привлек ключ крестообразной формы. Если присмотреться, то он напоминает крестовую отвертку. И как заверяет производитель, замки с таким устройством обладают хорошим качеством и надежностью и высокой степенью взломостойкости. Но это мы скоро проверим. Как вы можете убедиться, замок полностью исправен и прекрасно функционирует. Для его вскрытия нам необходимо изготовить отмычку. Для этого понадобится небольшой кусочек тонкого листового металла, толщиной примерно 1 мм. Этот кусочек можно вырезать из обычной жестяной банки. Это не обязательно должна быть банка, подойдет все что угодно. Главное, чтобы толщина металла была примерно 0,5–1,5 мм. Старая пальчиковая батарейка для этого подходит лучше всего. Толщина стенки у изоляции примерно 1 мм, как раз то, что надо. Но в теории, я думаю, что подойдет даже обычная алюминиевая банка. Насчет алюминиевой банки это не точно. Во-первых, она алюминиевая, то есть металл более мягкий, плюс толщина у нее примерно полмиллиметра, но все же думаю, может получиться. Например, раньше я использовал баллон от освежителя воздуха, он подходит 100%. Но думаю, смысл вы поняли. Теперь давайте покажу, как изготовить отмычку. Смотрите, что мы делаем. Мы берем из какого-нибудь предмета и вырезаем небольшой кусочек металла. В данном случае я использую старую батарейку Крону. У батареек оболочка металлическая, и снимается она несложно, но в любом случае вам понадобится как минимум нож. Отрезка 5 см будет достаточно. Из этого кусочка нам необходимо вырезать фигурку в форме трехлистника. Это что-то наподобие буквы Т. Обратите внимание, язычок или ножка буквы Т должна быть достаточной длины. Средним язычком осуществляется вскрытие замка. Также вот этот ремешок тоже должен быть достаточной длины. Длина должна быть такая, чтобы она без проблем огибала дужку замка. Давайте я еще раз продемонстрирую, что замок полностью исправен, и покажу принцип вскрытия. Вставляем ключ, и как видите, все прекрасно открывается и закрывается. Когда будете проделывать эту процедуру, обязательно используйте перчатки, потому что металл тонкий и очень острый, почти как бритва, и им легко можно порезаться. Смотрите, наша задача попасть в место запорного механизма. У всех замков этот фиксатор находится примерно в одном месте. Думаю, вы без проблем его нащупаете, там стоит пружина. Мы берем вырезанную фигурку и сгибаем ее. Ее необходимо согнуть полукругом и вставить ее конец между корпусом замка и дужкой. Если присмотреться, то видно, что между дужкой и замком есть небольшое расстояние, примерно 1 мм. Этот зазор сделан для того, чтобы замок не закусывало. Берем отмычку и просовываем ее в эту щель. По идее, вся конструкция проворачивается по кругу, но тут как пойдет. Проворачивайте в одну сторону и в другую, и параллельно давите вниз. Вся суть – это зацепить затворный механизм и сдвинуть его назад. Когда будете это делать, вы почувствуете, где он находится. Как только вы его зацепите и он отодвинется назад, замок автоматически откроется. В то же время еще можно пошатывать дужку вверх-вниз, чтобы жестянка легче проскользнула. Сложно более подробно объяснить, но когда вы проделаете это хотя бы один раз, вы сразу все поймете. Так как в замке установлена пружина, смотрите, она автоматически выталкивает дужку и замок открывается. Буквально за 1 минуту я сделал отмычку
И чтобы открыть замок без ключа, мне понадобилось всего 2 минуты. Этот способ хорош тем, что после вскрытия вы не оставляете никаких видимых и механических повреждений. Замок не сломан, его можно использовать дальше. Так как на нем установлен автозатвор, после вскрытия его можно повесить на место и просто защелкнуть. Ну и теперь давайте попробуем открыть таким же способом, но при помощи алюминиевой банки. Честно, мне самому интересно, получится это или нет. Напоминаю, что стенка у алюминиевой банки меньше 1 мм. Эту банку буквально можно порвать руками. Смотрите, режется как бумага. По такому же принципу вырезаем трехлистник, еще раз проверяем исправность замка, все открывается и закрывается. Около 5 минут я пытался открыть замок алюминиевой отмычкой, но в перчатках это сделать не получается, потому что нет сцепления отмычки с рукой. Я попробовал и без перчаток, однако результат такой же, просто проскальзывает. Но после того, как я взял плоскогубцы и нормально зажал отмычку, повернул буквально 1 раз, и замок открылся. Как вы можете видеть, весь кусочек металла порвался. То есть использовать такую отмычку можно, но всего 1 раз, в отличие от жестянки. Но замок я все же открыл. Кстати, этот замок не самый плохой и не самый дешевый. Если замок будет меньше по размеру и по стоимости, ну соответственно и по качеству, то его без проблем можно будет открыть даже алюминиевой банкой. В случае, если будете покупать замок, не опирайтесь только на цену. В силу того, что многие замки легко поддаются взлому, приобретайте качественный надежный механизм. Еще я рекомендую на всякий случай куда-нибудь спрятать дубликат ключа, чтобы в случае потери одного экземпляра вам не пришлось взламывать или менять замок. Не всегда экономия на такой простой вещи, как замок, может быть оправдана, особенно в том случае, если речь идет о защите каких-то ценных вещей, например, денег или важной информации. Поэтому, если будете покупать замок, подойдите к этому со всей серьезностью. Возможно, вы еще знаете какие-то способы открывания замков, пишите их в комментариях, будет интересно почитать. Ну и на этом все. Надеюсь, ролик был для вас интересным и вы узнали что-то новое. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока.